Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. В очередной раз, как раз сегодня знак Тельца, я обрезала листья и усики, пасынки и опустила вниз. Снова же вот эту спиралечку сделала, опустила вниз, подвязала. И вот так огурчики сегодня у нас готовы к приему пищи, новой пищи. Для того, чтобы они росли, им в сутки необходимо минимум 3 литра воды, хорошей теплой воды, но не просто пустой воды, а нужно обязательно нашим огурчикам дать еще и питание, хорошее питание. Ну вот я сейчас как раз буду готовить, после обрезки готовить вот это питание, которое необходимо огурцам. Сегодня у нас как раз 22 августа 2019 года. И вот такая вот ситуация с огурцами. Пора их подкормить. Вот они все у меня уже подвязаны. Но пустая вода к огурцам лучше не подходить с пустой водой, как написала мне одна из наших зрительниц. Поэтому я всегда пытаюсь сделать приятное огурчикам. Поэтому вот у меня есть емкость, уже теплая водичка. Здесь 70 литров воды. Естественно, я надобрала, здесь получается где-то 60 сейчас литров воды. Литр молока сюда добавила. Ну и сейчас еще очень вкусняшку, большую вкусняшку. Практически вот молоко и то, что я вам сейчас покажу, это любимые блюда моих огурцов. Вот эта вкусняшечка, которая очень нравится огурцам. Здесь у меня все лето бочка. В тени как раз деревьев в саду находится эта бочечка. Здесь остатки, органические остатки огорода, кукуруза, те же листья огурцов, они у меня здоровые, поэтому я сюда отправляю. Опад из сада. И вот это все бродит. Как раз я вот этого раствора сейчас. Там у меня сейчас 60 литров, значит 6 литров. Вот 6 вот этих таких кружек наберу для того, чтобы отправить в бочку, перемешать. Ну и посмотрим, что я буду делать дальше. А теперь эту вкусняшечку добавляю сюда как раз. Вот и получается у меня почти полная, почти 70 литров. Перемешиваю. А теперь набираю. У меня это ведерочка на 7 литров. Ну, получается где-то 6 литров. И каждому растению сейчас сначала по одному ведерочку. У меня получается, что нужно, я уже знаю, телец, затем будут завтра близнецы вечером. Поэтому я должна сейчас именно подкормочку, бывающая луна, я должна вот эту подкормочку дать по 10 литров. Вот эти 10 литров как раз, просто завтра еще полью утром, для того, чтобы они вошли как раз вот этот период близнецов, когда нельзя поливать, это время воздуха. 2 суток я их не буду поливать. Почему? Вот я сейчас именно заранее подкормочку дам, а завтра просто полив еще по ведерочку. И как раз получается, что на сутки надо 3 литра жидкости, а у меня получается, что я сегодня 10 литров дам каждому растению, и завтра еще по 5 литров. И очень хорошо они проскакивают вот этот период, когда надо пройти дни воздуха во время дыхания растений. Вот такая важная тема. Уже заканчивается практически сезон для многих. Мы еще собираемся, сколько будет тепло, еще собираемся получать урожай с этих огурчиков. Надеюсь, что еще несколько раз буду обрезать листья и снова же стебель, побег опускать, делать вот такие интересные, красивые. Вот они выглядят как внизу под огурчиком. Спиральки, которые не гниют, они нормально себя чувствуют и нормально посылают питание вот каждому огурчику, каждому листику, стебельку, каждой клеточке растения огурчиков. Тема полива огурчиков как раз для того, чтобы успеть проскочить вот эти периоды воздуха. Ну и в это время я стараюсь всегда в дни корня обрезать листья, чтобы это было не болезненно для растений. И хорошо поливать в это время, для того, чтобы можно было заранее подготовить растения к периоду, когда будет нельзя поливать наши растехи.
наши огурчики в данном случае. То же самое сейчас буду делать с другими овощными растениями. Вот на этом я пока завершу эту тему. Благодарю вас за ваши отклики, за ваши комментарии, за ваше мнение. Благодарю за ваши лайки. Комментируйте, продолжайте комментировать, вопросы задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Ну, а пока я по этой теме все сообщила вам. Прощаюсь с вами. До следующего видео. Всего вам самого доброго.